Приветствую и доброго времени суток всем, кто меня видит и слышит. Я Гарги, и это третья серия «Пираты Черной Лагуны». И прежде чем начать просмотр, будьте добры, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Погнали! Эпизод 3. Бешеная гонка. Бешеная гонка. Интересно. Гонки на катерах будут или что-то вроде? О, интересно. Статуя На Будды. входе в залив стоит полуразрушенная статуя Будды, которая должна бы приносить покой в мир. Позади, за заливом, лежит город греха Руанапур. Руанапур. Под Таиланд? надземным въездом в город раскачивается веревочная петля. Ждет какого-нибудь неудачника. Символизм. А за ней город удовольствий Руанапур. Когда-то я был служащим в Токио. Ну мы помним. Теперь я пират. Здесь. Блин, мне было бы стрёмно бриться в такой обстановке. Убью тебя! Убью тебя! Убью тебя! Мерзавец! У чувака прямо не нервы, а канаты какие-то. Умри, мерзавец! Убью тебя! Убью тебя! Убью тебя! Что это интересно там за продукт? Не очень ясно по рисовке. Но рисовка зачет. Золото. Я уйду не надо. Ага. Осторожнее там. Ну, фрукты какие-то. Уходишь? Да, типа того. Это что? Видимо, это что-то азиатское. Рави, Да. куда эта дача Ну и отправился? бардак. Не знаю. Какая разница, чем там дач занят? Просто интересно. Много будешь знать. Раньше подохнешь. Это что? Что за говно? Не знаю, сколько ты за это заплатил, но оно того не стоит. Тебя надули. Похоже. На рынке здесь Я заодно точно кое-что так же. запишу. Да. Тут процветает сброд со всей земли. Обманывают друг друга со всех сторон. Доверять можно лишь своим глазам. Но все хорошо, пока ты живой. Я запомню. Сказали люди, Кажется, которые я слышал имеют со много смертью очень Они близкие настолько отношения. восхищены своей независимостью, что я по-прежнему ничего не знаю об их прошлом. Но это не важно. Я это чувствую. Ну а то Привет, понять можно. это я. Как дела? Да, спасибо. Международный код 10013. Да. Переслать 120 тысяч на Flyer Company. Да, Эй, Это кому Дач, деньги пересылает? потом поговорим. Да, блин. хорошая погодка. Как у вас, ребята, дела? Неплохо, Это что за сутенер? работаем вовсю. Это хорошо. Кстати, сколько ты собираешься работать с этой паленой сучкой? Это паленая сучка и тебя... Знаю, Чен. О ком это? Чем? Об этой чокнутой русской. Китаец. С тех пор, как тут появились русские, рынок летит к Он чертям. про балалайку. Они подмяли под себя гостиницы и героиновый трафик. Ну да. Ни капли совести. А если они еще и морские пути приберут к рукам, мы вообще останемся на мели. Понимаешь? Короче говоря, отваливай по-быстрому. Ага, понятно. Типа с ними не Хочу работает. дать тебе хороший совет. Да, не указывай мне, что Какой? делать. Не все тут дураки. Когда ты сплавил фигню в NPA, мы этим занимались. Задачка даже близко не была, как ты говорил, простой. Но кто тогда отвалил? Ты не наезжай на меня, Дач. Вспоминаешь прошлое, как старая кошелка. Как хочешь. Ну, видимо, он их кинул Во разок. всяком случае, балалайка честнее тебя. Твой товар будет, как договаривались.
И хватит об этом. Ты пожалеешь об этом, Дач. Второго шанса не будет, Чен. Сам думай, как выжить. Пока. Ну, Дач независим. И вся его команда независимо работают со всеми и никому ничего не обещают. Привет, Дач. Почему бы не подбросить нам деньжат иногда? Я знаю, что у вас в бутылках. Сам их доставлял в конце концов. Вот черт. А это кто? Это правда, что торпедоносец наняла эта русская деревенщина? Торпедоносец? Да. Прикольно. Но они вообще, кажется, работают почти со всеми. Ну вот. А это кто такие? Итальянцы? Город катится к чертям. Да ладно. Дач, я достал. Новое железо. Чистая, аккуратная сделка. Чистый странное Железо. слово для этого города. Просто отвези это на Катю. Ну, компьютерное Само собой. что-то. Черт, ты чего? У меня легкомысленная команда. Да ладно. На практике. Дач. О, китайский квартал, скорее всего. И снова же у меня полное восхищение самим видом этого места. Ну, Рок тут высыпается. Подъем, моряк. Работа есть. А? Супер, Ага. погнали. Работа? Интересно, чего, во что они вляпаются на сей раз. Где Рок? Я ему посоветовала умыться, но он что-то долго. Простите, задержался. Давай в тачку. Что там, Дач? Приключения от Донни Йена. Донни Йен? Иногда бывает работа от него. Нужно забрать товар от вьетнамских военных на острове Фуквок. И что? Время у нас есть. Обещали вознаградить за труд. Сколько мы еще будем подобной фигней заниматься, Дач? Деньги Не не пахнут. мудрено, что он никак не отвыкнет от своей дурацкой белой рубашки. Не надо об этом. Мне она нравится. Кстати, Рок, куда ты дел ту гавайскую рубашку с рынка? Опять эта гавайская рубашка. Я думал, это наказание такое. Что, Рок? Хочешь сказать, что у меня нет Ни вкуса? хрена себе тут Прекрати. водит. Больной. Ага, Хорошо. следят. Твою дивизию, этот Чен какую-то Похоже, они пакость задумал. перепутали. Тут уж надо делать без вариантов, уважаемый Луак. Ау, сволочь. Я знаю, что в последнее время вам не везет. Что вы облажались с последним заданием и поймали крейсер себе на хвост. Провернете это дело, получите право снимать пошлину отсюда. До Калимантана. Да, точно. Подумай об этом. Ну, все ясно, что он задумал. Говорил тебе, Дач. Ходил. Ты об этом пожалеешь. Смотри, чтобы они не вернулись, тебе башку не оторвали. Нет, прикольно, когда тебя провожает статуя Будды такого Да. размера. Вот так. Что он делает? Учится узел завязывать? И так. И вот так. Странно. Слушай, ты безнадежный растяпа. Ну, Ты вообще стараешься? оставь его в покое, а? Прости. Не твое, да? Мгм. Вот, смотри. Даже обезьяна сумеет. Не надо так. Я этим никогда не занимался. Зато он читать умеет. Рок, а чем ты занимался? Расчетно. Работал в геологическом отделе. Ездил в командировки. Писал отчеты. Звонил по телефону. Но, наверное, на самом деле работал подчиненным. Если кратко. Вечерами участвовал в пьянках с моими шефами. Однажды они даже пинали меня по заду. Блин, а. Да уж, Рок. Это омерзительно. Все вот это вот. Ты что, мазохист?
Все вот это вот часть работы. Да? Никто не хочет стать безработным. Все как-то выживают. Вот в этом он прав. Рэви, а чем ты занималась до того, как попала Вот сюда? сама таким была. Моя работа не изменилась. Так ты и в детстве носилась по реке с абордажной саблей. И с пушками. Точно. Воровала, убивала, занималась всем таким. Ну, короче, с детства пришлось в себе убить человека. Беспредел. Ведь самое печальное, что такие случаи... Дач, корабли у нас на хвосте. Это военные, что ли? Молись, Дач. Кому ты там должен молиться? Твою мать. Ну, пару слов скажу. Очень-очень красивый показательный момент того, как ведется дело вот в подобном мире. Нам очень ярко в первые 2 серии показали само становление Рока, а теперь вот он в этом мире должен познавать вот, скажем так, местные обычаи, колорит, культуру, местные традиции. А традиция вот в чем: кидают все подряд, направо и налево. От этого просто так. Нет, ну тут не просто так, но очень, ну никому нельзя доверять, никому нельзя верить. Здесь это очень утрированно показано, но в жизни так же. Вот никому нельзя верить. Очень яркий пример. Чувак хочет устранить конкурентов. Хочет устранить конкурентов каким способом? Перекрыть им кислород с точки зрения поставок. Потому что на сам отель Москва у него кишка танка наехать. На балалайку вместе с ее спецназом. Скорее всего, кишка танка этому китаёзе на нее наехать. А вот устранить тех, кто на нее работает со стороны, проще простого. К нему не придерешься. Они независимая компания. Сам наезд на балалайку это не считается. Очень грамотно и красиво. И потихоньку мы здесь начинаем смотреть за персонажами, что ими движет и как ими движет. Вот Дач нам тонко намекнули на то, что он куда-то деньги переводит. Бог знает куда. Может, в семье. Может, у него есть брошенная семья какая-то. Реви, скорее всего, вообще, вот тут намеком, одним кадром просто показали, где она выросла. Выросла в трущобах, выросла на улице. Скорее всего, у него вообще семьи нет. Потому что, если что касается Рока, все примерно понятно. Продолжаем. Торговых судов вокруг не должно быть, только пираты. Сможешь опознать их? Суда мелкие и быстрые. Это либо полиция ищет пиратов, либо Дач, красная тревога. Твою мать. Да, проехали на желтый, и впереди красный сигнал. Приближаются на 28 узлах. Облом, давайте внутрь. Дач! Погоди, Бенни сейчас все скажет. Секунду, еще 3. Итого 6. Первые 3 идут от острова, который мы недавно прошли. 3 по левому борту. Ну, видимо, это та самая подстава. Идут от другого острова. Уходить влево опасно. Они нас перехватят. Направо тоже. Стандартный прием охоты. Они быстрее. Эй, Дач, я чую. Чего? Я чую. Кто это? Воняло этим всю дорогу. Это вовсе не полиция. Они воняют кровью и дымом. Ну, вот у таких людей есть шестое чувство. На нас охотятся пираты? Дач, то наш клиент. Крок, мне больно это признавать. Я не учел финансовое положение Донни Йена. Алло! Лагуна, слышите меня? Это я. Давно не виделись, Дач? Ясно, это же Луак. Здесь вам ловить Даже это нечего. знакомые. Возвращайтесь домой, пока недалеко. Вот и добыча, Бинс. Этот шустрый А торпедоносец. фонарить, они даже друг друга знают. Если это Луак, то он притащил все, что есть.
Будь они прокляты. Это Чин тебя навел, да, Лок? Бог тебя накажет за глупость. Как получишь полкило свинца, сразу заткнешься. Облом. Берут нас в клещи. В такой ситуации, Дач, Знаю, Рок. Забирайтесь внутрь. Ну. Ну вот что означала гонка. Не стреляйте! Интересно, реально такие чудо бывают? Не стоит вставать на линии огня друг у друга. Салаги. Вообще это правильно, не надо стрелять вот так. Вот когда... Это идиотизм. я тебя отправлю в ад. По друг другу попасть можно. Только с одного бока. Дач, приближаются. Реви, твоя очередь. Давай, двурукая. Хорошо. А на чем, пистолет? Гранатометом? Уважуха. Шоу Узи начинается. это, что ли? Заставишь их поплясать? Конечно. Рэви, что ты задумала? Рок, воздержись от разговоров про свой Без мир. комментариев. Мне надо сосредоточиться на... Это не твоя, типа, категория. Пусть она сделает свою работу. Давай, Рэви. Бенни-бой. Двое слева и еще двое справа сзади. Я прав? И еще один точно позади. Реви, слышишь? Отлично. Начнем с левого дерьма. Привет, до свидания. Танцуем джаз. Ну что, на него перепрыгнул? Надеюсь, она... Чуть по лодкам. Разберись с ней. Вывяжу из-за... Бешеная? Черт, Реально балерина. не стреляй по своим. Убей. Убей. Огонь. Черт. Ну она прямо как Кристиан Бейл из Эквилибриума. Рок, на каком она катере? Уже на 5-м. Постой, третий еще жив. Еще и комментирует. Вот она. Убей ее, убей. Слушайте, какими мертвыми глазами она это делает. Для нее это обычное дело. Даже не обычное дело, для нее... Это жизнь у нее, все. Это даже не дело для нее, это жизнь такая. Все. У него даже пульс не подскочил, 100%. Черт. Мои катера. Вот и конец. Ты сам оказался под свинцовым дождем. Двурукой. Будь они прокляты. Чувак, вот отсюда. правильное решение. Больше с этими дьяволами не связываемся. Скажи прощай. Прощай. Она сама со всеми расправилась. Круто. Это я сказал вслух, но подумал о другом. Я не знаю, что в ней сломалось, чтобы она стала такой. Но, похоже, во мне это сломалось тоже, раз я восхищаюсь ее разрушительными действиями. Но она в свое время прошла, скорее всего, такое же перерождение. Черт! Лок облажался. Придурок. Откуда такие берутся? Подсунул мне О, пистолет. скорее всего, балалайка. Катастрофа. Я бы его сам убил еще раз. Здравствуй, товарищ. Ой-ой-ой. Уже уезжаешь? Какие-то трудности? Мы можем помочь? Чем? Нет. Вы что-то путаете. Это просто дурацкие слухи. Можно посидеть за ужином, все обсудить, разобраться. Нет, нельзя. Слушай ты, дерьмо. Нам нечего обсуждать, мы и так все знаем. Молись. Это все, что тебе осталось в жизни. Блин, надрывались просто так. Глупо. Ничего, бывает. Это как собака. Да ладно, ничего страшного. Фига Бывает. себе, ничего. Патроны не бесплатные. Это да, ну издержки профессии. Да, компания Лагуна. А, японец. Здравствуй. Дач там есть?
Кто это? Балалайка. Привет, Дач. Слышала, ты погнался за длинным рублем и поимел неприятности с Чином. Кто тебе сказал? Он сам. Слишком он громкий. Мы рассказали всем о том, что случилось. Он был покойником с самого начала. Твою мать! Так что он больше не будет. Он тебе доставил неприятностей? Да нет, ничего. Даже голова не болит. Вот и славно, Дач. Но я могу тебе дать послушать нечто интересное. Называется «Боль и радость». Круче, чем Джей Би? Безусловно. Красный чё? Ну-ка. Музыка для наивших ушей. Это круто. Да. Скоро будет для вас работа. Я позвоню тогда. Насчет работы звонила? Типа того. Болтали с ней немножко. Рэви, Рок, никуда идти не собираетесь? Да вроде нет. А ты, Бенни? Надо повозиться с железом. Хотя спешить некуда. Ладно. В связи с душевными страданиями, причиненными обстоятельствами непреодолимой силы, я, как ваш работодатель, должен предоставить вам отдых в качестве компенсации. Выходной. Затем предлагаю поездку в желтый флаг залить наши И печати. чё это? За мой счет кто идет? Сидим до рассвета? Я иду. Я тоже. Бар, что ли, Решено. какой-то? Бенни, заводи машину. Рок, это не работа. Надень ковбойскую рубашку. Не хочу. Оставь чувака в покое. Ну... Знаете, сразу хотел сказать по поводу статуи Будды. Заметили, сверху лица нету? Очень интересно. Вдруг это означает, что Бог есть, но Он за нами не следит. И вообще забыл обо всем. Может быть, это как раз метафора о том, что многие люди сломались в какой-то отрезок своей жизни. Вот, например, Рэви. Вот в Рэви это очень хорошо заметно. Потому что вот Рок провел аналогию очень красивую. В нем тоже сломалось. Он оказался на самом дне и попал в страшнейшую ситуацию, с которой у него было два выхода. Либо умереть, либо приспособиться. А чтобы приспособиться, ему нужно было полностью перестроить свой мозг и даже свое сердце. У Рэви, скорее всего, произошло это в более раннем возрасте, и это намного сильнее сказалось на ее психику. Ну, плюс она намного дольше, чем он во всем этом. И ей уже это не кажется ни работой, ничего таким особенным. Для нее это каждодневная рутина, как обычная домохозяйка помоет посуду. Вот Рок правильно сказал, не знаю, что тогда, не знаю, что в ней сломалось, что она стала такой. Что такого могло было случиться? Я могу представить, что могло с ней случиться. Не хочу просто об этом говорить вслух. Дача более или менее показали, объяснили, в чем его мотивация. Ну так, намеком тонким. Вот, то есть это оставили вопрос открытым. То есть даже нам не рассказали. Очень такой красивый ход, чтобы оставить таинственность персонажей. Но у меня есть несколько соображений. Вдруг у него жена с дочкой. Или жена с ребенком, или ребенок, или жена, или бог знает кто еще. А может, он ему деньги переводит. Единственное, что про Бенни ничего нам ясно не стало. Хотя в первой серии нам примерно объяснили, что он студент, что он попал в очень сложную ситуацию, и Рэви его просто вытащила как-то раз. Не, ну здесь нам показали обычную такую рутину. Что происходит? Издержки профессии какие бывают. Даже те, кто против тебя, вот на тебя наезжают и могут тебя убить, оказывается, ты с ними знаком. Может, знаком несколько лет. Может быть, ты с ними дела имел. Может быть, вы вместе дрались против кого-то. Или несколько раз друг друга пытались убить. Ну что ж, это была третья серия «Пираты Черной Лагуны». Будьте добры, поставьте лайк и подпишитесь на канал. И увидимся уже на 4-й серии «Пираты Черной Лагуны». Удачи!